Что ты кричишь? Всем привет! Как видите, к нам все же вернулась зима. Выпал снежок, но только что уже растаяла большая часть. А утром, когда он шел, вообще красота была. Даже слышно было где-то за деревней гуси или лебеди радовались такому явлению. Но снимать не пошел, так как видимость еще была недостаточно. Да и смысл, попробуй найди белое на белом. Скажете, вот чудак, нашел чему радоваться, снегу в начале февраля. Но это как сказать. Для нас, белорусов, первая половина этой зимы была аномально теплая, и снег был за диковинку. Не знаю, может быть, это такая ситуация в моем регионе сложилась на северо-западе страны, свой климат из-за большого скопления озер. Последние недели тепло было, а вчера так и вообще весь день солнышко светило, температура поднялась до 7 градусов. Реально было на мартовские дни похоже. Я уже подумал, что весна окончательно пришла, и недели через 2-3 можно и посевную начинать. Ну а что, климат сменился, а верить прогнозу уже и бессмысленно, смотришь, там каждые 2-3 дня меняется кардинально на противоположное. Так решил в лес ходить, посмотреть на народные приметы. Ну, мне-то особо далеко идти не нужно. Живу в лесу, главное только подходящее дерево найти или куст, чтобы можно было спрогнозировать. Пришлось отойти немного дальше, чтобы найти лещину. Там, в принципе, есть у меня возле бани куст, но он слишком близко возле здания, а топлю ее часто, так могут чуть-чуть прогнозы отличаться. Во всех старых книгах по пчеловодству, которые я читал, отсчет весны начинается с момента зацветания лещины. Там даже есть специальная таблица, в которой расписано, через сколько дней после нее зацветает какое другое растение. Я проверял, наблюдал за этими прогнозами, и действительно так оно есть. Ну, там отличие может быть плюс-минус 2 дня. Так что хороший индикатор. Ну, сережки набухли, но еще не пылят. И если прогноз оправдается и с завтрашнего дня похолодает, то отсчет весны еще вести рано. О, зайца погнала. Ну что, поймала? Охотница. Ну вот и снежок пошел в подтверждение, что зима все же будет. А я думал, что лещина уже пыльцу сыпет, и можно посчитать, через сколько дней цветы зацветут и нектар начнут выделять, и пчелы смогут сами себе корма добывать. А то зима была аномально теплая, пчелы по-другому питались, и неизвестно, сколько у них там запасов осталось. Он одну семью уже не доглядел, да и опыта-то у меня нету. Первый же год в этих ульях зимуют. А так, если бы знать, что лещина уже цвела, то можно было бы посчитать и посмотреть, и уже знать точно, хватит ли кормов или нет. Да и спросить-то особо некого, да и никто и не знает, наверное. Первый раз же такая аномалия, опыта ни у кого нету. Ну, только что если у горы охотницы спросить. Ну, а ты что думаешь по этому поводу? Что? Все, пошли домой. Жатов, пошли домой.
Ну а я в последнее время занимаюсь изготовлением новых ульев для пчел, чтобы увеличить свою пасеку. В прошлом видео видели, как сделал 300-е корпуса, крыши. Ну а сейчас, эту неделю, занимался изготовлением магазинных. Практически уже все доделал. Осталось вот маслом покрыть деревянные детали 2 раза. Ну и внешней отделкой заниматься. С материалами внешней отделки еще до конца не определился. Ну, про тот вариант, который я рассказывал, чем не ездил, не забирал в город. Там были, доставку задержали. Ну, а потом решил подождать, пока еще второй пробник привезут. Чтобы не ездить по несколько раз, не тратить время, одним махом поехать забрать. Это я уже 2 недели с ними вожусь. Ну, а особо-то не напрягаюсь, так, по 6 часов в среднем в день. Ну, а если точно, это 71 час на них затрачено, с точности до минуты. Записываю каждое действие, чтобы потом посчитать себестоимость с учетом трудозатрат. В принципе, уже и поднадоело, чувствуется, усталость накапливается. Это хорошо, что с той комнаты корпуса большие повыносил на чердак. Так туда уходишь, перед глазами не маячит. Это же я еще и планы уменьшил. Решил в этом сезоне делать не по 2 магазинных корпуса на улье, а только по одному. Подумал так, да и на опыте прошлого года суши-то у меня нету, чтобы им поставлять. То до них они вряд ли доберутся. Скорее всего, все лето будет только отстраивать гнездовые рамки. В город нет, сегодня не поеду, решил завтра. В принципе, можно было, там уже материалы привезли, но в воскресенье не все объекты работают, то уже потом. Там как раз поеду, некоторые дела порешаю, уже 2 недели не выезжал. Ну и решил в выходной сделать себе, заехать в одно местечко, развеяться. Ну а машину решил сегодня подготовить, почистить, помыть. Раньше не было смысла это делать. Пока до города доезжаешь, она вся грязная становится. Ну, в принципе, здесь у меня по деревне дорога крепкая, хорошая, лишь в пару местах есть лужи. Но если медленно их переезжать, то и ни капли на кузов не попадает. А вот когда за деревню выезжаешь, на гравейку, там грейзер вроде бы и ходит часто, ее чистит, но делает это неправильно. Образовалась чаша, в воде некуда скатываться. И когда опадки, то каша стоит постоянно сантиметр-два. Ну а с ночи там морозы передают, и уже будет на неделе с каждым днем увеличиваться к выходному вообще до -8. Так что дорогу прихватит, и машинка будет чистенько оставаться. Ну, главное только, чтобы каток не образовался. Ну вот, немного отвлекся. Теперь можно идти дальше трудиться.
Решил я, пока еще не сильно морозы и в столярке более-менее комфортно работать, сделать рамки для своих новых ульев. А работа предстоит не маленькая, нужно аж 180 штук, а планок нарезать, подготовить аж в 4 раза больше, 720. В прошлом году, когда я делал это, практически месяц пошло времени на это. Ну, на этот раз, скорее всего, справлюсь намного быстрее. Во-первых, я же тогда только столярное дело начинал осваивать, к станку привыкать. Что я тогда? Кормушку сделал и сразу взялся за них. А сейчас уже и опыт не маленький. За год он сколько? Более 500 ранок собрал. Ну, это вместе с магазинами. 30 ульев сделал, да и еще так по мелочи. А во-вторых, не нужно будет время затрачивать на то, чтобы технологию отработать, размеры подогнать. Работаю по накатанной, по готовым чертежам. Ничего думать не нужно, бери только и пили. А в-третьих, не нужно будет делать девайсы, которые ускоряют процесс и облегчают работу. Все уже есть, чтобы рамки сбивать, проволоку натягивать. Поэтому, думаю, недельки за 2 справлюсь и получу конечный результат. Тем более, 10-я часть уже готова. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, есть ли у вас для кур и для перепелов комбикорм? Да, есть. А где можно глянуть? Около дверей мешок. 2 позиции весовые. 25 килограмм и 10. Ага, отлично. Ну вот, забрал все доставки. Заказал канди для пчел на подкормку, на всякий случай, если зима затянется. Ну и материалы для уля. Буду экспериментировать. Но это уже попозже. На сегодня с делами покончено. Как говорится, делу время, а потехи час. Физкультурно-оздоровительный центр я вам уже показывал. Посещал его, как только переехал в район. А в этом году летом его увеличили. Достроили бассейн. Смотрел по фотографиям, там красиво внутри. Есть и баня, и сауна. Ну, в принципе, летом только от него толку мало. Как от козла молока, когда в округе столько озер. Да и баня дома. Топи хоть каждый день. А вот зимним холодным деньком приятно там отдохнуть. Можно совместить развлечения с полезным отдыхом. Вот незадача. Выбрался раз в полгода, чтобы посетить его, а тут на тебя нарвался на задний день. Ну ладно, что уже расстраиваться. Видно, не судьба сегодня. Поеду домой дальше трудиться. Тем более, даун дел подвалило. Надо снег со двора вычистить. А то утром вообще думал, что не выеду. И придется 69-го заводить.